Опыт, который мы пытаемся создать с помощью дозаправки, это своего рода взаимосвязь между игроками. Это обмен первого игрока на игрока, который люди предлагают в игре. Заправка — это еще одна вспомогательная карьера, которая, по нашему мнению, очень важна для Star Citizen. До сих пор корабли в значительной степени могли получать топливо из воздуха. И это не было целью для всех кораблей. Это должно было быть чем-то очень специфичным для определенных кораблей, обладающих такой функциональностью. Прямо сейчас все корабли, которые, скажем так, являются базовыми истребителями, не будут обладать такой функциональностью. Им придется положиться на то, что кто-то доставит им топливо. В нашей первой итерации дозаправки. Прямо сейчас у Резетли еще не установлен квантовый маяк. Поэтому, если у тебя закончится топливо, попроси кого-нибудь в чате, у кого есть Starfra, прийти и заправить тебя. Этому человеку со Starfra нужно получать топливо с любой станции. Вместо того, чтобы покупать его в топливный бак корабля, ты покупаешь его в топливные баки Starfra, которые могут быть заполнены квантовым топливом или водородным топливом, в зависимости от того, что требуется на рынке. Мы делаем это с помощью текущего сервиса, который мы обновили. Так же, как ты раньше ремонтировал и заправлял свои глотки, у тебя будут некоторые дополнительные элементы управления, которые позволят тебе решать, что находится внутри топливного бака. Как только ты купишь топливо и захочешь скорректировать цену, которую другие должны заплатить за топливо, которое у тебя есть в твоих вещах прямо сейчас. На этом этапе игрок-заправщик должен пролететь весь путь до того места, где человек застрял в глуши, и может начаться операция стыковки. Как только они поговорили с тобой, они используют один и тот же интерфейс мобильного класса, чтобы сделать запрос на топливо. Мы представляем нечто, называемое услугой условного депонирования, которое в основном берет деньги за транзакцию и только начинает выплачивать их по мере совершения транзакции. Так что если по какой-то причине ты либо отменяешь транзакцию, либо появляются пираты, и тебе нужно срочно заняться доком, потери денег не должно быть, так как топливо оплачивается по мере его выдачи. Как только запрос на оплату был получен. В эпоху персонала ты должен открыть специальные топливные баки, в которых хранится специальное топливо для этой передачи, и активировать форсунку. Ты должен помнить, что целевой корабль возьмет только столько топлива, сколько они фактически заплатили. Так что, если ты знаешь, если кто-то попросит 500 единиц кванта, и ты откроешь форсунку на полном газу, и ты знаешь, отправишь 2000, ну и большая часть этого топлива просто выльется в космос, ты его потеряешь. И поэтому есть немного, да, люди хотят кого-то, кто очень быстр и эффективен. Но не сжигайте свое собственное топливо. Как только все топливо будет доставлено на темный корабль, прикрепленный корабль сможет отстыковаться, и обе стороны смогут идти своей дорогой. Прямо сейчас мы все еще много повторяем части пользовательского интерфейса. Чего мы не хотим делать, так это швырять тебе в лицо всю динамику данных. Все это должно быть читабельным и доступным для всех игроков. Поскольку мы продолжаем углубляться все дальше и дальше в другие солнечные системы, мы не хотим создавать эту мошенническую штуку, где всегда есть все, что тебе нужно. Ты можешь оказаться в системах, где ничего нет. Здесь вообще нет цивилизации. Там нет никаких станций, даже людей. Должна быть такая нехватка ресурсов. И если ты хочешь осуществить крупное начинание, ты должен подумать обо всей его логистике. И топливо – одна из важных составляющих этого. Дозаправка – следующая важная веха для жизни во вселенной Persistent. И она дебютирует в долгожданном выпуске Star Citizen, который выйдет в 317 году. Поскольку мы продолжаем наше путешествие к Пира в течение всего этого года. А дальше – новый способ пересечь поверхность любой планеты или Луны. Давай узнаем больше о недавно появившемся ховеркваде с консолидированного острова. Да, они не могут позвонить мне сейчас, потому что все уже знают.
Площадка на воздушной подушке есть. О, что я хочу сказать. Это вездеход. Я забыл это слово. Я хочу использовать. Именно так это и звучит, парит. Так что это совсем немного отличается, как визуально, так и философски, от многих других наших наземных транспортных средств. Два других наших гравитационных уровня, оба из которых вооружены и защищены. У квадроцикла Ховер нет ни того, ни другого. Он гораздо больше сосредоточен на способности путешествовать по поверхности планеты, а не затевать драки или приводить с собой друга. На борту есть инвентарь, так что все, что ты найдешь, можешь положить на борт. Потому что у него, так сказать, более широкая колесная база, больший гравитационный объектив, он способен учитывать эти изменяющиеся переменные на каменистой поверхности, в то время как имитирует замки. Да, он может лететь как пуля по прямой, но если он поймает что-то не так, он потеряет устойчивость намного быстрее, чем квадроцикл. Это то, что мы действительно разрабатывали довольно давно, с небольшим приятным дополнением, которое мы сделали в рамках концепции развития Consolidated Outlands Nomad. Оригинальная концепция Nomad была разработана с учетом наличия квадроцикла сзади. Так что это была одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись при разработке транспортных средств, чтобы убедиться, что они действительно могут поместиться сзади, и вы можете управлять ими сзади. Хороший вариант использования для этого – ты приземлился на планете в своем родительском транспортном средстве. Но по какой-то причине ты не хочешь ехать дальше в этом транспортном средстве, или место, куда ты действительно хочешь поехать, слишком компактно, может быть в пещере. Значит, тебе нужно что-то, чтобы доставить тебя к месту назначения. Это дает тебе возможность по-настоящему наслаждаться и чувствовать окружающую среду больше, чем если бы ты был на высоте 6000 футов над ней. Ты знаешь, что ты прав. Ты внизу, на базе, ты можешь потрогать, увидеть и понюхать все вокруг себя. Так, чему же мы научимся на этой неделе? Ну, мы узнали, что дозаправка приносит с собой новое путешествие к дополнительной механике поддержки и звездным гражданам постоянной вселенной. Пришло время смахнуть пыль со своей звездной звезды перед следующей большой гонкой, такой как Stand 7 или Ралли Демар, и что квадроцикл Ховер здесь для того, чтобы расширить ассортимент предложений вселенной. Теперь не забывай, что ксеноугроза возвращается. Ознакомьтесь с недавно опубликованным в этом месяце постом в Star Citizen на веб-сайте, чтобы узнать подробности обо всем, что происходит в феврале, и настройтесь на Twitch завтра, чтобы увидеть, как директор по графической инженерии Элли Браун обсудит все графические вещи в Star Citizen в прямом эфире завтра в 1000 утра по тихоокеанскому времени для Inside Star Citizen. Я Джаред Хакаби. Мы увидимся с тобой на следующей неделе.